Всем привет, с вами Одас, канал Дневник Пирата, и сегодня мы поговорим о том, как правильно собирать деки в Pirate Nation. Особенно это важно в связи с тем, что совсем скоро в игре появится PvP, но об этом чуть позднее. Итак, начнем с базовой базы. Откуда берутся карты, да, которые нам доступны. В игре у нас есть 5 экспертиз, которые обеспечивают основную массу карт в нашей колоде. Соответственно, это дамаг, это хил, это скорость, это уклон и есть еще точность, но у меня вот пират на точность нету. Эти характеристики обеспечивают нам базовую колоду. Размер колоды зависит от уровня пирата. Как видите, у первого уровня пирата всего 11 карт в его собственной колоде, а у пирата, например, 34 уровня 44, естественно, у 35 уровня будет 45 карт. Следующий показатель немаловажный — это наш кораблик. В зависимости от типа корабля и его уровня у нас также разное количество и качество карточек. Вот слуп 1 уровень, 10 карточек доступно. Слуп 4 уровня уже 22 карты. У Галеона, соответственно, например, совсем другие карты. У фрегата абсолютно другие. В данный момент, особенно если мы говорим про ПВЕ, то есть против ботов, единственный прям хорошо играющий корабль — это слуп. Как раз за счет его набора карт. Этот набор карт идеально подходит для ПВЕ, даже для самых сложных соперников. Ну, условно, слуп 4 уровня — это сейчас идеальное, так скажем, решение для боев любого уровня. Что будет у нас в ПВП? Уже вопрос поинтересней, потому что раньше ПВП было в каком-то виде, да, и там иногда галеоны неплохо себя показывали. Какие страты придумают игроки в этот раз, остается только ждать, а может быть, надо думать, конечно, наперед. И, соответственно, из этих двух характеристик мы собираем деку. Но еще немаловажный момент на корабле, да, я вот показал, что у слупа 1 уровня 10 карт, а у 4 у меня 22, но важный момент, что у меня здесь стоит 4 обвеса. Чтобы посмотреть или установить обвес, мы заходим вот сюда вот в док, нажимаем, и здесь у каждого корабля есть определенное количество слотов, которые доступны для установки. То есть смотрим, например, у слупа 1 уровня это 2 слота, а, например, у Галеона слотов намного больше. На 2 уровне уже 5 слотов, а дальше будет еще больше. У фрегата свое количество слотов, ну, у скифа один только слот, ничего придумать нельзя. Так вот, в эти слоты можно устанавливать обвес. Как видите, у меня уже некоторый обвес установлен. Этот обвес дает нам дополнительные карты, и есть еще вот такая карго винч, которую называют лебедкой, которая позволяет улучшать функцию stow away, то есть перенос карты на следующий ход, снижает стоимость использования этой функции на единичку, то есть у слупа становится 1 стоимость использования, а, например, у Галеона, если установить карго винч, то будет вообще бесплатный перенос на следующий ход любой карты. Какие обвесы что дают, вы можете сейчас вот на экране посмотреть, либо зайти в телеграм-канал по ссылке в описании и зайти в закрепленный пост, там все это есть. Ну, соответственно, на данный момент доступны такие обвесы. У нас в игре как бы отображается, что есть обвесы еще качества выше, да, но они пока недоступны для крафта. Пока можем только такое скрафтить. Что конкретно крафтить кому, на самом деле тут субъективщина и вкусовщина, нет какого-то идеального решения. Ну, большинство игроков, конечно, лебедку устанавливают, потому что это очень полезно, переносить какие-то карты на следующий ход. А вот дальше там уже множество вариаций. Ну, я лично поставил себе вот такой комплект, да, на свой слуп, но можно было и по-другому, в принципе. Однако у меня получается закрывать весь контент, который сейчас в игре есть, но, может быть, когда ведут PvP, придется что-нибудь новое придумать. Итак, как вы можете посмотреть, у меня есть 3 деки, вот 4 я только что сделал, 3 деки, которыми я играю. Расскажу, почему так на данный момент у меня. Потому что первой декой я играю нормалы. То есть я немножко увлекаюсь скоростным прохождением боев, не просто гаунтлеты проходить, там это довольно скучное занятие. Я стараюсь каждый день делать это на скорость, это немного добавляет интереса к моей игре. И поэтому
Вот многие говорят, да, что и гаунтлеты надоели, каждый день одно и то же. Не знаю, у меня каждый день соревнования за доли секунды, и поэтому мне всегда интересно. Вот. Первую деку я использую для только нормалов, вторую только для хардов, и третью деку я использую для игры против 4-черепных боссов в море. Сейчас расскажу про принципы, почему и как я собирал каждую деку. Начнем сначала, да, дека для нормалов. То есть здесь я обязательно использую пирата на дамаг, потому что дамаг легче всего как раз скоростные вещи делает. То есть, да, если у нас есть желание проходить на скорость, то нам по-любому нужен дамаг хотя бы там 30 уровня, да. Делаю сортировку по стоимости карт. Пойдем от обратного. Вот самые дорогие карты нам на самом деле здесь не нужны. То есть у меня вот тут стоит гарпун, да, за 5 очков, но он тут не нужен. Сейчас я его тоже уберу. Он уже давно тут валяется, все забываю это сделать. А наша задача как раз таки бить максимальное количество врагов, потому что в нормалах у нас риск умереть на слупе там третьего, ну хотя бы второго, да, второго, третьего, четвертого уровня, ну минимальный, будем откровенны, там соперники бьют слишком мало. И поэтому мы можем спокойно бить сразу несколько соперников, тратя, да, дополнительные очки на это. Но, зато есть шанс там двоих-троих сразу бить, и часто это добавляет скорости к прохождению. Так, сразу уберу, да, гарпун этот пока. Соответственно, я оставляю мощные атаки, потому что они тоже пригождаются, чтобы целенаправленно выбивать. Длинные гарпуны в данном режиме нам точно не нужны, потому что мы обычно выигрываем там за 2-3 хода, и в таком варианте нам не нужен гарпун, который действует 4 хода. Мы точно быстрее выбиваем своих соперников. Я убираю большую часть карт, которые 30 дамага наносят, и дают еще одну карту, потому что эти карты стоят 3 очка. У нас есть точно такая же карточка за 2 очка, но которая не дает дополнительную карту. В этом режиме игры, когда мы пытаемся, опять же, выбить соперников как можно быстрее, нам нет смысла тратить дополнительные очки, чтобы вытащить какие-то карты. Гарпуны обычные я тоже убираю, потому что не хватает просто места. На самом деле вариативно, можно было бы и оставить. А массовые атаки в данном именно режиме игры я оставляю все, потому что часто такая ситуация происходит, что можно бить несколько соперников. Также я оставляю контратаки, что обычно в других режимах не делаются, которые позволяют тоже быстро контратаковать врагов. Что тут в итоге-то убирать? Получается так. Убираю я все на самом деле слабые карты, потому что в этом режиме игры наша задача бить как можно больше и сильнее. Поэтому нулевки атакующие точно уходят. Редко очень уклоны там бывают у мобов, это не имеет смысла. Щит за 0 тоже слишком слабая карта. Тут эту карту редко слишком разыграть можно. Даже вот лечилки и иногда щиты можно убирать. Да, вот у меня, например, здесь нечто, тут лечилка снята. Потому что у нас опять же задача бить как можно быстрее, и учитывая, что мы играем нормал, нет никакого смысла пытаться там сильно отхилиться. С огромной долей вероятности, опять же, если у нас есть там слуп хотя бы 2 уровня, то мы не умрем, мы быстро будем прощелкивать все карты, которые вылетают. Вот эта карточка очень полезна, но, опять же, юзать ее в нормале слишком долго. То есть эта карточка позволяет открыть деку и выбрать любую карту, которую вы возьмете следующей в руку. Соответственно, пока я там что выберу, зачем мне время терять? В общем, вот такие базовые принципы. То есть тут я в основном убираю дешевые карты. Ну и плюс убираю эти карты, потому что считаю, что они оверпрайс. И дорогие гарпуны. В остальном все карты играются. Можно играть даже эту карту, но она дороговата. 5 очков тратить, условно, например, 5 очков 6. Когда можно сыграть 2-3 карты других, я не вижу смысла. В целом, я думаю, что это немногим интересно будет, да, деки для нормала. Немногие будут упарываться, как я, чтобы проходить на скорость. Переходим к деке поинтереснее, да, дека для хардов. Здесь приходится уже немножко больше думать, потому что бывают действительно сложные бои, которые приводят к тому, что ты задумываешься, правильно ли у тебя дека. Буду разбирать практически каждую карту, чтобы все понимали,
логику моих решений, так скажем. Но, опять же, это не пособие там к руководству, что Ctrl-C, Ctrl-V мою деку. Ни в коем случае. Каждый, конечно, свою деку составляет сам. В этом-то и прелесть пиратов, что вариативность очень большая. И насчет вариативности, да, у меня, соответственно, там в колоде уже 66 карт доступно. Но я все-таки советую стремиться оставлять в колоде около 40 карт, потому что так будет быстрее ротация происходить. То есть, если у вас есть урон там, на 75, то чем меньше у вас карт в колоде, тем быстрее вы этот урон снова получите себе в руку, что, безусловно, будет полезно. Итак, начинаю сначала, убираю я нулевки, все, в принципе, нулевки убираем. Да, вроде прикольно, за 0 очков, там, и можно уклоны какие-то забивать, но, опять же, эти нулевки занимают места более сильных карт, что приводит к тому, что мы реже получаем сильные карты, поэтому имеет смысл нулевки убирать. Нулевки оставляем в обязательном порядке вот эти вот, которые дают дополнительное очко и дополнительную карту. То есть эти нулевки, они по сути не занимают место в колоде, потому что они, если приходят вам в руку, вы сразу просто на нее нажимаете и выпадает следующая карта. Они наоборот скорее разгоняют колоду, то есть мы можем считать, что у нас по сути в колоде 39 карт, да, и 2 полезные карточки, которые дают плюс 1 очко, но место не занимают при этом. Лечилки в данном варианте мы, конечно, оставляем, тут уже в карте иногда бывает больно, поэтому обязательно лечимся. Вот эта карточка очень полезна, она дает плюс 1 очко в следующие 3 хода. И это очень хорошо позволяет нам разгонять колоду, чтобы разыгрывать больше карт, поэтому по-любому ее оставляем. Карта лечения, вернее снятия дебафа или бафа. На всякий случай уточню для тех, кто не знает, если у соперника, например, стоит щит, вы берете эту карточку в руку, перетягиваете на соперника, и у него снимается щит. То есть эта карта работает как в обе стороны, вы можете у себя снять, например, гарпун или минус 50 к следующей атаке. И можете соперника какой-то баф снять, например, хил на 3 хода он вешает или щит. Это снимается эта карточка, поэтому она единственная в колоде, например, на дамаге, да, ее по-любому приходится вставлять. Вот, например, у хила таких карт несколько, там можно выбирать, какие-то оставить, какие-то убрать. Поэтому у дамага такой опции нет, нужно обязательно оставлять. Вытащить 2 рандомных атакующих карты, очень полезная карточка, учитывая, что у дамага есть мощные атакующие карточки, да, там, о которых поговорим позже. Их вытаскивать хочется как можно быстрее, поэтому эта карточка позволяет быстрее реализовывать свои вот мощные атаки. Вот эта новая карточка, она еще лучше, чем вот эта, да, поэтому ее точно оставляем, она на 4 хода плюс 1 очко дает. Я убираю здесь вот атаку на 15, да, потому что на самом деле места нет для нее. И у нас есть более мощные атаки, а раз у нас есть более мощные атаки, зачем нам оставлять такую слабую атаку? Удар плюс 50 к дамагу полезная карточка, но уже более вариативная, да, то есть можно ее играть, можно нет, потому что если плюс 75, да, атаку мы получаем, еще 50% сверху бьем, тогда получаем очень мощную атаку, больше 100 хп. Снимающую. Но в целом эти комбинации не всегда выпадают, поэтому эту карточку можно играть, можно нет. Щиты, лечилки оставляем. Вот эта карточка регрупп, то есть у нас, например, в колоде 41 карта, да, мы разыграли там 10 карт каких-нибудь крутых, и потом нам выпадает карточка регрупп, мы обязательно ее используем, и нам эти крутые карты возвращаются обратно в колоду, значит, они быстрее к нам придут в следующий раз. То есть, например, если мы там потратили удары свои на 75, то обязательно берем регрупп. Если же до этого не было крутых карт, то есть до прихода регруппа к нам в руку, то тогда мы не юзаем регрупп и, опять же, быстрее получим мощные карты в руку, чем с юзанием регруппа. В общем, на дамаге, где есть реально имбовые карты, да, в виде атак на 75, эта карточка очень полезна. На других специализациях большой вопрос. Тут уже вот эту карточку я в целом оставляю, но я ее использую не всегда. То есть, если соперники реально сложные и не получается там с первого раза победить, можно карту на выбор карты, да, так я ее называю, использовать, но не всегда. Однако иметь ее в колоде полезно, поэтому обвес, который дает эту карту, я рекомендую в целом использовать.
Карты на добор карты я не беру, я считаю, что неоправданно не стоит, да. То есть эту карточку мы юзаем, тратим 1 очко, и в следующей раздаче нам выдают на одну карточку больше. То есть по умолчанию 5, да, а будет 6. Но мы потратили очко на это, то есть оно, конечно, бывает лишнее, да, что у нас остается запас экшн-поинтов, и тогда можно реализовать эти карты. Но так бывает не всегда, поэтому я такие карты на дамаге не отыгрываю точно. А дальше контратаки мы не используем, потому что контратаки бьют, грубо говоря, в рандомного соперника. Мы не можем точно определить, в кого контратака упадет. Ну, вернее, мы можем определить, но зачастую не всегда это тот соперник, которого мы хотели бы видеть, получающим урон, так скажем. Поэтому нам контратаки невыгодны. В хард моде наша главная задача выбивать по одному сопернику. Мы четко бьем максимум в одного соперника, а потом, когда он там уже погиб, бьем остальных. Щиты, лечилки, дамаги, понятно. Уклоны, конечно же, используем. Опять же, на дамаге их не так много, поэтому все уклоны мы используем. Вот эта карточка очень полезна, потому что она в комбинации с карточками другими дает дополнительный урон. То есть она сама по себе дает 20 урона, но если после нее в этот же ход мы бьем вот этой карточкой, то эта карточка на 50% больше урона дает. То есть вместо 30 будет 45. Поэтому обязательно юзаем, стараемся вылавливать комбинации, чтобы 75 атаки, и плюс эта карточка выходили вместе, и тогда это вообще очень мощно. Щиты, соответственно, здесь оставляем. Опять же, у нас очень мало отхила. Вот эта новая карточка гарпун на 5 ходов. Вроде полезно, может быть, в каких-то ситуациях. Но мне кажется, она слишком длинного действия. Опять же, надо стараться соперника выбивать там меньше, чем за 5 ходов. Может быть, в каких-то суперсложных хардах, где игра иногда затягивается на 30 плюс ходов, это можно использовать, но с другой стороны у дамага редко бывают такие длинные игры. Эта карта, наверное, подойдет к каким-нибудь уклонам, у которых не хватает атак, да, и все в этом духе. Опять же, щиты оставляем, контратаки убираем, хил нам очень нужен, все это оставляем. А щиты, опять же, атаки помощнее по-любому. Вот эти атаки, опять же, на 2-3 убираем, потому что массовые атаки в харде нам не очень выгодны, потому что, как я и говорил ранее, нам нужно сосредоточиться на том, чтобы убивать одного конкретного врага как можно быстрее. И массовые атаки нам не помогают, потому что они стоят дорого. И часто еще соперники ставят контратаки, и мы можем огребать от них этими картами. Поэтому в них не очень много смысла. Опять же, вот эта карточка ультра полезна. Она бьет на 32 уклон дает. Как я и говорил ранее, уклонов маловато у дамага. Поэтому... Ну, эта карта, в принципе, имба для любой специализации. Она очень нужная. Вот эти карты, опять же, на добор карты. Тут вариативно, на самом деле, можно некоторые карты оставить в колоде, если вы там место себе находите, да. То есть у меня пират 34 уровня, у него уже очень много карточек. Если там пират уровня поменьше, то точно можно оставить. Особенно эту карту можно использовать в комбинации с вот этой картой. То есть, например, подбираете карту из колоды, которую хотите увидеть в этот ход. Потом бьете либо вот этой картой, либо картой, которая за 0. И эту карту, которую вы выбрали вот тут, вы получите сразу в руку. Это, в принципе, прикольно. Иногда очень важно там какой-нибудь уклончик вытащить, или какой-нибудь щит, или еще что-то. А дальше идем к гарпунам. Гарпуны короткие здесь точно нужны. То есть гарпун за 3 очка, в принципе, хорошая идея. А вот гарпуны за 4 и 5 очков неоправданно дорогие. Опять же, они там 3-4 хода перекрывают. Нам не нужно такое длинное. Чаще всего мы все-таки пытаемся быстрее выбивать соперника. 30 атаки и 20 щита, карточка полезная, оставляем. Также 30 атаки и 20 хила я оставляю. Ну, дамаги на 75, в принципе, абсолютно имба. Это то, что нужно. То, что решает на дамаге. По-любому. Опять же, массовые атаки все отключены. И вот Misdirection, вообще эта карточка считается, наверное, самой сильной в игре. Несмотря на то, что она стоит 5 очков. Но если вы ловите там гарпуна на 40, да, который соперник кидает на Misdirection, то это вообще замечательно. Сразу минус 120 здоровья у соперника или атаку на 90 также важно ловить. Поэтому эта карточка именно в PvE очень активно юзается. И вот как раз лебедка, Cargo Winch, которая обвес, нужна зачастую, чтобы переносить именно эту карту под самые сильные атаки соперника. Это что касается моей деки именно под
ПВЕ, да, под гаунтлеты конкретно. 4 черепных монстров, которые в море встречаются, я бью другой декой, которая, как видите, построена на базе уклона. Уклон это медленная специализация, но она более надежна, чем дамаг, то есть она стабильнее закрывает более сложных соперников, поэтому имеет смысл иметь пирата на уклон, имеет смысл иметь пирата на дамаг, если есть возможность. Я напомню, что пиратов сейчас можно довольно дорого, так скажем, купить за гемы вот в этом верхнем меню. Присмотритесь, если у вас один пират, может на прокачку второго пирата уже пора брать. Ну и рассмотрю уже чуть быстрее, да, свою деку на уклон. Здесь, кстати, я не смогу ее редактировать. И не очень хочется, на самом деле. Как сделать колоду на 39 карт? Немножко читерская стратегия. Можно, наверное, даже на 38 таким макаром сделать. И даже теоретически на 37. То есть вы вешаете какой-нибудь обвес в 4-й слот, который дает нам дополнительные карты. Ну да, допустим, вешайте вот такую штуку, которая нам дает 3 карты сразу в колоду. И потом вместо нее вешайте Cargo Winch. То есть эти 3 карты из колоды убираются, и у вас останется 37 карт. Немножко читерская стратегия, да, вы не сможете потом деку редактировать, надо будет новую только делать, чтобы отредачить ее. Но в целом рабочая вполне. Ну, что у меня тут в деке на уклоне? На самом деле уклоны все, которые есть у уклона, да, вот эти карточки, конечно, 2 карточки таких, 2 карточки таких. Очень сильно решают на уклоне, позволяя жить просто максимально долго. Но у уклона большая проблема, что немножко не хватает дамага, поэтому тут как раз лебедка очень важна, чтобы мисдирекшн прикидывать дальше и заставлять соперников бить по себе, особенно там, когда вот эти остаешься 1 на 1 с боссом и просто дамага не хватает, чтобы его как-то зажимать, его там 300 плюс хп. Поэтому вот я свою деку покажу, опять же, объяснять тут многого не буду. На самом деле уклона вариабельность не такая уж большая, просто вешайте все уклоны и немножко дамага и пытайтесь этим разыгрывать. Как бы я делал деку с нуля, на примере уклона покажу. Допустим, берем уклон, ступ 4 уровня, конечно, это сейчас must have. И быстренько открываем деку, ставим сортировку по увеличению стоимости. Нулевки вот эти вот сразу убираем, потому что они слишком слабые, чтобы быть в этой деке. Дальше я обычно с конца начинаю. Вместо дикшена уклоны точно нужны, массовые атаки, дополнительные карты. Вот эта вот карточка бывает полезна, она понижает урон 3 атак сразу, но проще стараться уклоняться от тройных атак, чем пытаться сбить их. Контратаки тоже убираем, опять же объяснял раньше об этом. Все контратаки убираем. Вот эти карточки вначале убираю, если будет карточек не хватать, их можно добрать, потому что опять же на уклоне маловато у нас дамага. Опять же, тут в принципе все карточки хорошие, вот эта карточка иногда спасает жизнь, но тоже ее можно убрать, если карты будут лишние, потом вот это планирование не очень хорошо показывается. А вот эта карточка поприкольнее, чем вот это, потому что это дает 20 урона и понижает атаку соперника на 50. А это, конечно, 2 атаки понижает на 50, но не дает урона. Но, опять же, уклоне большая проблема с уроном. Нам сложно его наносить. Что еще тут у нас? Вот эта карточка, она возвращает все атакующие карты в деку. В целом, учитывая, как на уклоне мало атакующих карт, эта карточка может быть полезна. Я лично ее не играю, но, опять же, смотрите сами, если чувствуете, что совсем дамага не хватает, можно ее крутануть. Вот эти карточки на плюс 2 атакующие карточки, конечно, полезны, но, учитывая то, что у уклона нет каких-то имбовых атакующих карточек, которые мы хотели бы побыстрее вытащить, и плюс к тому, зачастую атакующие карты вообще в колоде заканчиваются, и тогда эти карточки просто уходят впустую. Поэтому я их не отыгрываю, я их выкидываю. То есть у нас получилось 42 карты, да. И можно, опять же, играть деки там на 41-42 карты. В принципе, не возбраняется, но можно, например, атаку на 15 убрать, да, слишком слабая атака. Будет другие хорошие карты перекрывать. И, в принципе, вот дека, например, на 41 карту вполне себе готова. Теперь поговорим о принципах дек, которые в PvP надо соблюдать. В всяком случае, начнем с того, что турниры по PvP уже были. Сейчас режим PvP окончательно убрали, потому что его вот уже доделывают. Насколько я знаю, он будет уже готов там в ближайшие пару недель.
и что-то уже можно будет тестировать и дальше какие-то игры играть. Поэтому, как бы, тот опыт, который был у нас в PvP, он был еще в то время, когда пираты были максимум 30 уровня, когда корабли были максимум 3 уровня, когда не было нового вот этого вот обвеса, и вообще обвес давал по одной карте, и слотов на кораблях было меньше. Конечно, PvP сейчас поменяется, он будет немножко другой, когда его ведут, будет много страт, но я расскажу опять же, от чего нужно отталкиваться. Отталкиваться нужно от того, что в PvP, например, уклон это довольно плохая специализация, опять же, за счет того, что у вас мало дамага, а ваши уклоны, тот же хил, например, может снимать легко через вот эти карточки дебафа. Вот, да, есть, например, Total Relief у хила, который снимает любое количество бафов соперника. И в связи с этим уклоны очень сильно страдают в PvP. За счет обвеса, который дает нам несколько карт, можно будет, конечно, модернизировать деку так, что, например, дека уклона будет похожа не на уклон, например, а на хил там или что-то еще. Но, тем не менее, во всяком случае, раньше у нас было две основных игровых концепции. Это, на самом деле, дамаг базовый, да, скажем, дамаг плюс луп решал очень много вопросов, либо хил плюс луп очень много вопросов решал. А в последних турнирах крупных, которые проводились, появлялись вариации галеон плюс точность. Но это очень такие интересные вещи, которые надо долго учиться играть, потому что, ну, реально, это сложно. Нужно там уметь комбинировать и все остальное. Как будет, опять же, в обновленном PvP, у нас еще, например, stowaway функции не было, да, переноса карты на следующий ход. Тоже не совсем понятно, будет очень интересно. Но опять же, начнем с базы. Самая базовая, самая простая игра, конечно, дамаги. Там вариабельности нету, поэтому немножко на самом деле проще. То есть ты не задумываешься лишний раз, как правильно сделать ход. Ты просто, по сути, выбираешь самую сильную карту и кидаешь. Если мы, например, разбираем игру там, например, на скорости, то там игра будет совсем другой. Там постоянные нужные выборы. Есть карточка вот эта, которая дает карту в руку. Вот эта, которая кладет наверх колоду. Эта карта тоже дает в руку. Это сбрасывает руку. То есть очень много карт, которые заставляют принимать сложные решения, которые в силу ограниченности времени в PvP выбирать довольно сложно. Там 30 или 40 секунд на ход, я точно не помню. Но все равно, на самом деле, кажется, что это прям очень много. Но когда ты играешь на скорости, и тебе там нужно 3 раза руку сбросить за ход и просчитать там, какие карты куда закинуть. Этого очень мало, этого не хватает. Поэтому на скорости, ну и в том числе на точности, там тоже такие ситуации возникают. Играть немножко сложнее, чем на дамаге, например, или хиле. Вот, поэтому большинство выбирают, я думаю, для начала, во всяком случае, стоит выбрать дамаг или хил. Если у вас нет, то надо, скорее всего, реролить или покупать нового пирата и пытаться его прокачивать. Вот. Теперь поговорим именно о деках. Тут в PvP, конечно, стратегий будет намного больше, потому что все зависит от того, против кого вы играете, там какая у него стратегия и так далее. Но базовый концепт. Опять же, длинные гарпуны, скорее всего, нужно будет убирать, потому что они стоят слишком дорого. Неоправданно дорого, 5 очков тратить. Это дорогое удовольствие. Массовые атаки, опять же, не имеют никакого смысла, потому что вы играете 1 на 1. Misdirection тоже не имеет смысла, потому что соперник, опять же, видит, что вы на него повесили, да, перенаправление, и он не будет сильно атаки использовать. Он либо какую-нибудь нулевку скинет, если у него есть деки, либо вообще там щиты поставит, например. И эта карта, конечно, может ограничить там, да, если у соперника в руку пришло 2 на 75, а у него Misdirection стоит, то, конечно, он не походит. Но, опять же, учитывая, что у нас есть сейчас stowaway, который вот перенос карт на следующий ход, просто вы получите атаку в следующий ход, а не в этот. И иногда, конечно, может это сыграть, но неоправданно дорого, 5 очков за такое удовольствие, конечно же, не стоит. Гарпун тоже, опять же, большие гарпуны все, я думаю, можно убирать, так же как массовые атаки, тут как бы вопросов вообще никаких не остается. На самом деле дека будет очень похожа на деку, которую я показывал, как делать под хард. Контратаки можно некоторые оставлять, на самом деле тут уже интереснее, потому что сопернику придется атаковать, получая небольшой урон взамен. Об этом можно помышлять. Возвращаясь вверх, нулевки оборонительные абсолютно бесполезные, усиление атаки, ну, слишком ситуативная карта.
тоже не стоит засорять деку этой карточкой. Но вот одну нулевку как раз таки на случай, если у соперника будет много уклонов или вот мисдирекшенов этих, можно оставить. Она, в принципе, играбельна. Вместо нее, на самом деле, можно, опять же, оставить карточку, например, на 15 атаки. Потому что у нас они тоже есть, 2 штуки, да, целых, которые в целом не всегда пролазят деку. Но в данном случае можно ставить. Здесь я бы как раз, например, тогда избавился от карточки плюс 50 к атаке, потому что слишком редкие комбинации, и эти комбинации можно строить от вот этой карты. Поэтому эту карточку, соответственно, можно убрать из-за того, что нам нужно все-таки все равно стремиться к тому, чтобы у нас было 40 карт в колоде, а когда у нас, так скажем, ограниченное количество карт, приходится в любом случае чем-то жертвовать. Ну, я обычно жертвую, опять же, вот этими карточками, да, которые дают одну карточку. Например, на скорости эта карточка must have, потому что там много карт на подкладывание карт, да, вверх колоды. Здесь же у нас такая карточка всего лишь одна. И, соответственно, выходить она будет не так часто, чтобы пытаться комбинировать. А атакующих карт на дамаге и так хватает более чем. Поэтому, ну, какую-то такую вот вариацию деки я вижу. Вот эту, наверное, новую карточку тоже, скорее всего, убирать можно. 43 карты остается. Вот контратаки, на самом деле, довольно полезные. Что еще тут можно убрать? Да на самом деле, ну, можно, конечно, вот 15 дамага убрать. Но если попадете на соперника, у которого будет много уклонов, могут быть проблемы. Вот примерно вот так вот. То есть, опять же, тут каждый сам должен для себя решать, какие ему карты использовать. Но я, опять же, рассказываю базовые принципы, на которые стоит ориентироваться. Еще покажу я деку, конечно, на хил. Я думаю, что это тоже очень полезно. Это очень сильная спеца в PvP, она точно будет в PvP. Как минимум составлять достойную конкуренцию. Опять же, начинаем с конца. Убираю дорогущие все карточки. Убираю массовые атаки. Контратаки на 3 слишком, опять же, дорого стоят, чтобы их юзать. Тоже их убираю. Подклад карты можно убрать пока. Опять же, продолжаем массовые атаки. Все убирать. Их довольно много здесь. Вот эту карточку тоже сниму пока. И смотрим, сколько просто у нас карточек осталось, чтобы от этого уже отталкиваться. Насколько нам, грубо говоря, жестко надо снимать все остальные карточки. А вот карточка, например, которая дает рандомную одну атакующую карточку, вроде кажется тоже прикольной, но опять же на хиле у нас нету имбовых каких-то атакующих карточек, поэтому нет смысла занимать место в колоде. Нулевку здесь тоже нет, наверное, смысла оставлять, потому что у нас есть 3 карточки по одному очку, которые позволят все уклоны у соперника снимать. Карточка на плюс 50% к атаке здесь практически не имеет смысла, опять же у нас нет сильных атакующих карточек, которые можно будет комбинировать с этой карточкой. И вот эта карточка, соответственно, становится слабее. Но в целом, с учетом того, что он стоит 2 очка и наносит 20 урона сама по себе, ее можно оставлять в колоде. Поэтому вот. Некоторые убирают Total Relief, хотя эта карточка довольно имбовая. Но она довольно дорогая, да, и редко у соперника бывает там, 3, 4, 5 бафов. То есть, особенно там, например, у дамага не всегда такое число накапливается. Но я на самом деле играю с карточкой Total Relief, потому что очень приятно, когда соперник там разогнался, да, у него 15 очков, а ты просто кидаешь Total Relief, и его все вот эти вот карточки, вот имею в виду вот эти, да, плюс там сколько-то очков в следующем ходу, просто исчезают в небытие. Получилось у меня 44 карты, многовато, но в целом, на самом деле, в PvP можно играть, если там, ты считаешь все карты очень важными. Ну, соответственно, лечилки, щиты тут как бы не обсуждается, они очень важны. Вот эти карточки тоже, в принципе, позволяют и подхилиться, и защититься немножко, и проатаковать. Поэтому их все-таки нужно оставлять. Уклоны здесь тем более нужно оставлять, потому что их мало в деке. Тут какие-то, да. Этот уклон, например, у меня с помощью обвеса добыт. Поэтому он очень нужен. Вот. Можно, конечно, убрать там, например, одну карточку атакующую на 15, но это уже немножко рисково, потому что, опять же, попадешься с соперником, у которого много уклонов, и можно какую-то неловкость получить. В целом, карточка колода на 43 карты нормально. Нормально. Можно и такой колодой играть.
Ну, например, Total Relief у нас же 2 в колоде, один, например, можно убрать. Вот, примерно такая колода получилась. Но тут надо еще учитывать, что я все-таки подстраивал обвес корабля под дамаг и уклон. Под хил может быть что-то другое нужно в обвес кораблю брать. Тут нужно смотреть. Опять же, обвеса много, благо сейчас вариативности в игре стало чуть больше. Чтобы посмотреть, какие карты могут быть у вас в деке, есть сайт, да, от комьюнити, где есть декбилдер. Ссылку я оставлю в описании в комментарии. Здесь можете выставить любой уровень пирата, любую экспертизу, любой, соответственно, корабль и даже любой обвес. Только вот легендарный нет смысла выставлять, потому что еще неизвестно, какие карты будут легендарные. Обвес на самом деле давать. Можете поставить любой тут, опять же, уровень корабля, любой обвес и увидеть, сколько карта будет в колоде, какие будут карты. И тут есть вот Edit Mode, можете потренироваться, попытаться там, например, ставить деку, которую вы там можете получить, если там купите или прокачаете слуп на 4 уровень. Прикольная история. Такие базовые принципы построения колод в Pirate Nation вижу я. Пишите в комментариях обязательно, если у вас какие-то другие колоды. Можете присылать в чат в Телеграме свои вариации дек. Очень интересно смотреть. На самом деле у нас в чате много подобных дек есть. Просто по медиафайлам немножко пролистывать надо. Разные люди собирают деки по-разному. Однако вот, когда PvP появится, да, буквально, это, надеюсь, в ближайшее время случится, будет намного интереснее, будет намного больше вариантов. Прикольно, что сейчас в колоде уже там пошить под 70 карт, да, у нас там, если слуп 5 уровня, император 35 уровня смотреть с хорошим весом. И оставить 40 не всегда очень легкая задача. Вариантов будет очень много. Спасибо большое всем, кто досмотрел это видео до конца. Ну а на сегодня все. С вами был Одас, канал Дневник Пирата. До новых встреч. Увидимся. Пока.